Медведица с медвежонком шли вдоль берега. Странный запах беспокоил зверя. Нужно было уходить вглубь леса, но медвежонок все резвился в воде, не замечая подозрений мамы. Медведице пришлось подойти и лапой подтолкнуть медвежонка. Малыш обиженно заревел, но маму послушал и поплелся к густым зарослям травы. Скрыться животным не дал громкий выстрел. Медведица громко заревела от боли. Медвежонок испуганно подскочил и быстро ломанулся вперед. Однако стоило ему нырнуть в кусты, как сзади раздался повторный выстрел, а звериный рев оборвался. Малыш испуганно замер. Он не понимал, что делать. Бежать куда-то без мамы было страшно, оставаться на месте тоже. Больше никаких звуков с берега не раздавалось, поэтому зверек боязливо пошел назад. Мама лежала на каменистом берегу. Она не издавала ни звука. Медвежонок на всякий случай посмотрел по сторонам, ничего странного не заметил. Поэтому он подбежал к маме, но та не реагировала на своего детеныша. Малыш ткнулся в пушистую шерсть носом и отшатнулся от странного запаха. Так пахла мертвая добыча, но не могла пахнуть мама. У медвежонка началась паника. Он не понимал, что ему делать, метался вокруг медведицы, толкал ее и хотел поднять. Вскоре на берегу снова появились люди. Они перешли выше по реке и теперь приближались прямо к малышу. Испуганный, он попятился назад. Покинуть маму он боялся и даже не представлял, что без нее делать. Оставаться на месте тоже было страшно. Люди подошли вплотную, поздравили друг друга с жирным уловом. Накинули на испуганного малыша мешок. Больше свою маму он не видел, а только слышал пугающие звуки вокруг. Все долго тряслось, а потом кто-то дернул мешок, и медвежонок кубарем выкатился на пол. Животное помотало головой. Рядом стояло несколько человек. Малыш испуганно попятился от них, пока не уткнулся спиной в стену. Его придирчиво разглядывали со всех сторон. Затем один из мужчин присел, поднял лапу, осматривая когти, заглянул в уши, даже в пасть залез. Медвежонок сопротивлялся как мог, но человек был больше и сильнее. «Сойдет», — кивнул мужчина. «Теперь будешь Арчибальдом». Стопка хрустящих купюр перекочевала из одних рук в другие, что кардинально изменило жизнь медвежонка. Арчибальдом он себя не чувствовал, но у зверя никто не спрашивал. Имя пришлось выучить, как некоторые команды. К несчастью медвежонка, он попал в передвижной цирк. Его учили играть с мячом, ездить на самокате, ходить по толстому канату, натянутому между двух стоек. За старания давали вкусный корм, а за лень и неудачи могли побить. Поэтому Арчибальд очень старался. Через несколько месяцев он подрос, научился новым номерам, вызывая восторг публики. За это время медведь отвык от травы под лапами. Он ходил только по манежу или клетке. Специально на улицу его не выводили, но зверь успевал глотнуть свежего воздуха, когда его переводили из трейлера под купол. Жизнь была бы невыносимой, если бы медвежонок был один. Но очень скоро у него появился друг. Косматый беспородный пес как-то прибился к группе на одной из остановок. В шутку кто-то из артистов выкрикнул несколько команд. К удивлению людей, собака выполнила все, что ее просили. Тогда дрессировщик попробовал действие посложнее, и пес охотно все повторил. Так в цирке появился новый артист. Пес готов был часами тренироваться, ему занятия с людьми доставляли искреннее удовольствие. Животное не сажали в клетку, оно свободно разгуливало возле артистов и не пыталось убежать. В медвежонке пес увидел друга. Он весело гавкал, носился вокруг Арчибальда, играл с ним в мяч, что тоже вскоре стало частью выступления. Медвежонок перестал чувствовать себя одиноким. Пес не только играл, но и поддерживал Косолапого. Он как будто чувствовал, когда Арчибальду грустно. Когда дрессировщик был не в духе, он раздавал удары направо и налево. Медвежонок всегда плакал от боли, чего не терпел пес.
Поэтому собака часто прикрывала собой Арчибальда от разъяренного мужчины. Животное обескураженно терпело удары, а потом следовало за своим человеком. Если поблизости оказывались другие члены группы, пес поднимал лай, чтобы обратить внимание на издевательство дрессировщика. Его останавливали и медвежонка выводили в клетку. Однажды это сыграло решающую роль в судьбе Арчибальда. Дрессировщик с утра встал не с той ноги, был крайне раздражителен и воспринимал каждую ошибку подопечных как вселенское горе. Неудачная репетиция медвежонка окончательно вывела его из себя. Мужчина потащил животное в клетку, по пути щедро одаривая ударами палки. Хвостатый друг тут же увязался следом, громко лаял, кидался под ноги мужчины. Поведение пса привлекло внимание жителей окрестных домов. Кто-то снял избиение на камеру и подал заявление в полицию. Вскоре в цирк пришли с проверкой. Арчибальда забрали. Когда медвежонка переводили из клетки в машину для перевозок, он упирался. Верный друг, помахивая хвостом, остался в цирке. Медвежонку не хотелось расставаться с псом, ведь после потери матери он был единственным, кто заботился о животном. Но люди сами решили за Арчибальда. Его перевезли в зоопарк. После осмотра оказалось, что у зверя паразиты, проблемы с пищеварением и зрением. Животное было худым, намного меньше по размерам, чем бывают медведи в его возрасте. Арчибальда посадили на карантин и занялись лечением. Регулярное разнообразное питание быстро сделало медвежонка упитанным. Цирковые повадки не прошли даром. Арчибальд любил играть с мячом, но часто прокусывал его зубами. Поэтому работники зоопарка приносили ему много других игрушек. Карантин медведь воспринимал спокойно. Вместо клетки были стены, а пол не уезжал из-под лап. Но вот Арчибальд достаточно окреп, чтобы выйти на воздух. Для него подготовили просторный вольер без решеток, но с высокими отвесными стенами и отличным бассейном. Разложили бревна, соорудили навес из досок от дождя и солнца, повесили шину на веревке, разложили мечи. Люди предвкушали удивление и радость хищника. Однако, когда медведя выпустили в вольер, он испугался простора и попятился назад в уютные стены карантина. Но люди уже захлопнули спасительную дверцу. Вокруг было очень странно. Небо над головой, трава под лапами, и никто не держит за цепь на ошейнике. Да и самого ошейника нет. Это было непривычно и сильно пугало. Медведь долго осматривал и обнюхивал каждый сантиметр отведенной ему территории. Посредине просторной поляны стояло большое блюдо со свежими фруктами и овощами. Зверь устроился рядом и принялся жевать. В сторону водоема он старался не смотреть. Вода в миске была привычной, целый мини-водоем вызывал давно забытое ощущение ужаса. Арчибальд уже не помнил, почему опасается берега, но подходить не решался. Понемногу медведь привыкал к обстановке. Он снова играл с мячом, катался на колесе, ходил на задних лапах, как учили в цирке. Пересек свой страх и подошел к водоему. Зверь помочил лапу и на этом решил завершить знакомство с водой, но периодически бросал на нее заинтересованные взгляды. Новое место жительства Арчибальду нравилось больше предыдущего. Одно его угнетало — одиночество. Зверю не хватало пса. Медведь мечтал о друге, но вокруг были лишь высокие стены, и зрители за стеклом по другую сторону водоема. Очередной обед проходил по стандартному сценарию. Арчибальд хрустел морковкой, подкидывал яблоки, вызывая восторг посетителей. В какой-то момент он услышал знакомый лай. Это был тот самый пес. Непонятно как, но он нашел своего друга. Люди никогда не видели Арчибальда таким счастливым, он прыгал и ревел, как ребенок. Сначала работники зоопарка боялись пускать собаку в вольер к медведю, но, увидев, как те ласкаются через решетку ограждения, у них не осталось сомнений. С тех пор Арчибальд больше не чувствовал себя одиноким, а пес всегда был накормлен и защищен.
Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.